Давайте, ребят, сразу один Datsun мы разыграем среди вас. У нас в этой серии две модельки на розыгрыш. Годзилла и Datsun будет. О, ребят, привет! Давно не виделись. Сегодня у нас охота. Хочу найти кейс с Datsun. Это достаточно интересная моделька. Соответственно, там есть STH Datsun розового цвета. Она очень редкая, очень ценная. Вижу, что на канале много новеньких, поэтому, ребят, буду периодически поднимать информацию для новеньких, чтобы они тоже разбирались. Кстати, напоминаю, что в таких 10 паках встречается вот такая вот слива, только красного цвета. Вот здесь она может быть снизу. Это считается прям супер эксклюзив. Если у вас, скажем так, позволяет денежка, берите смело. Это типа интересная моделька. Я нашел, не взял, потому что мне она, допустим, интересна в запаке, соответственно, чтобы была в своей упаковке. А в такой упаковке, сами понимаете, это по факту распак. В чате скидывали уже неоднократно фотографии, тоже из 10 пака. Есть тоже это другие модели из серии Red Edition. Это, короче, эксклюзивная серия для американцев. Ну, короче, их, по идее, только можно в Америке приобрести. Либо у нас через руки, скажем так, те, кто привез их из Америки. Здесь коробочки есть, поэтому пойдемте спросим. Так, ребят, зашли, короче, в нашу, скажем так, базу знаний. Короче, написано то, что да, есть. Видите, даже остатки добавили, новую строчку, остатки. Соответственно, здесь типа все видно. Вот. Именно в том магазине, где мы находимся, сейчас должно быть числиться больше 595 штук. Кстати, кто хочет получить эту информацию, переходите на Boosty, там есть специальный чатик, который подскажет вам, что где можно, так сказать, забрать, получить. Это экономит время. Также, ребят, наблюдаю, что вон там стоит коробочка, но там старый кейсик, он нам особо не интересен. Ребят, это у нас кейс, 22 год. Так, это у нас обычная моделька, кстати, тоже может быть редкой, с ТХ-шкой. О, вот это можно даже взять, кстати. Также сейчас ребятам VIP-чат сфоткаем, может быть им что-то нужно из этого кейса. Так, такой DeLorean у меня уже есть, причем не один. Кстати, то, что это старый кейс, опачки, вот это вообще нормуль повезло, ребят. Так, вот это я тоже забираю. Покупаю. Некоторые почему думают, что, как я говорю слово забираю, что я просто забираю и ухожу. Нет, ребят, естественно, покупаю. Ну, Миата, кстати, тоже ничего. Ну, мне она не нужна, у меня есть. Может, ребятам в чате надо. Кстати, кто-то писал, что я все забираю. Нет, ребят, я себе беру пару моделей, остальные идут в чат. Так что, если хотите тоже получать модельки, залетайте в чат. Ну, вот эти, кстати, ничего, аудюшка прикольная. Вот это вообще забавно. Так, смотрим, что ниже. Ух, ребят, меня прям чуть не ёкнуло. Кстати, такая моделька тоже может быть и с ТХ-шкой. Еще у нас Цивик, мы один взяли уже. Это ребятам оставим. Ну, это, кстати, прикольная, вроде кто-то ее даже искал. На любителей. Помню, такую модельку предыдущую поменял на Цивик в Новосибирске год назад. О, ребят, я, короче, думаю, надо разыграть данную модельку. Если нам повезло, скажем так, с Годзиллой. Так что давайте сделаем розыгрыш. Я понимаю, что по идее это старый кейс, но вроде как мы его не встречали. Я лично точно не помню. Поэтому давайте одну в розыгрыш пустим. По поводу розыгрыша. Также идет сейчас розыгрыш на 5 премок. Поэтому залетай в телегу. Там тебе бот скажет все, что нужно сделать. По сути, просто подписаться на канал. И, соответственно, ты участник розыгрыша. И сможешь выиграть прем. Итоги розыгрыша будут под Новый год. Встречали мы этот кейс вроде как. Ну ладно. Сказал уже, что будет розыгрыш. Значит, будет розыгрыш. Думаю, Годзиллку разыграть. Это прикольно. О, ну тоже ничего. Такое есть у меня. Так, вот такой, слава богу, у меня еще на длинной карте. Это... Ой, он застрял тут. Так, это по мультфильму. Buzz Lightyear. Ну и вот такая еще. Да. Мне, короче, показалось, что это одна и та же модель. Но нет. Меня это в заблуждение вел Lotus. К сожалению, нет. Дальше посмотрел внимательней. Розовые очки спали. И все-таки видно, что это разные модельки. Ведь даже названия разные. Увы. Но, блин. На секунду показалось. А жаль. Цвет, кстати, реально прям прикольный такой. СТХ-шный цвет. Забрали, короче, 5 моделек. Один Цивик я беру себе, другой идет в VIP-чат. Годзиллу тоже одну мы пускаем на розыгрыш, другую я забираю себе. Будем делать у нее кастом. И DeLorean тоже забрали в VIP-чат. Выполняем коллекцию для VIP-чата.
Поэтому, если ты еще не там, залетай, у тебя тоже будет шанс забрать интересные модельки. Ребят, мы перенеслись в другой детский мир, в океане. Сейчас посмотрим, что здесь есть в наличии. И также посмотрим, что у них висит. Потому что у нас по базе, как раз смотрели, есть коробки. Ну, то бишь, по остаткам видно, что коробки пришли и уже даже зачислены. Остатки очень важный показатель, потому что если приходить без них, бывает, что коробки возвращают. Соответственно, не всегда понятно, есть там что-то или нет. Потому что так можешь прийти, а тебе скажешь, ничего нет. Смотрим, тут вообще что-то очень грустно все по Hot Wheels. Модельки уже, кстати, пробитые. Видимо, часто воруют. Видите, безопасность висит. Ну, кстати, нам это даже хорошо, потому что в любом случае проще попросить коробку. Когда ничего не висит, это прям идеально. Говорит, что много осталось. По остаткам 3 коробки поехали. Да, посмотрим. Так, ребят, давайте посмотрим, сколько в наличии моделей. По нашей информации сюда приехало 3 коробки. Так, 231 модель. Ну вот, как раз они есть. Ребята уже показали, что на кассе висят пару моделей. Вот мне нравится вон та беженькая. Это не так, к сожалению. Там 10 штучек, даже меньше. Ну, на складе. Ну да, почти 300. Так, к сожалению, не так, которое хотелось. Они уже все пробиты с кучей безопасности. Так, а можно получить все-таки те модели мейновские, которые на складе числятся? Попросили вынести в детском мире коробку, сказали через полчаса приходить. Пока направимся в Винни. А в Винни что меня интересует? Здесь, конечно, цены выше, но, ребят, хочу посмотреть именно Matchbox какой-нибудь интересненький, старенький, классненький. Так, видим большой стенд Hot Wheels. Что тут есть вообще по моделям? Эти паки плюс-минус такие же, которые есть в детском мире. Кстати, посмотрите внимательно. Здесь Matchbox, есть старая серия Russian модельки. Так, извиняюсь, что со светом здесь будут какие-то проблемы, потому что здесь такое освещение. Так, обратите внимание, моделька как бы Matchbox, но надписи русские. Это, в принципе, круто. Кто такие собирает, вам сюда. Их также можно встретить в детском мире, но очень-очень редко. Гелик, конечно, любителя, шестиколесный. Также есть полицейская машина. Выглядит классно. Смотрите, прорисовка спереди, а вот сзади нет прорисовки. Но те, кто собирает в распаке, можете сами подрисовать, потому что моделька белая, это будет все сделано легко. Считаю, самое интересное, это вот скорая помощь, полицейская и гелик из этой серии. Также смотрим, что здесь куча моделей по 350 рублей. Вот такие вот матчбоксы. Сейчас посмотрим, что там есть. Тут, конечно, все очень плотно висит. Это, конечно, круто, то, что всего очень много, но очень проблемно смотреть. Так, модели плюс-минус, конечно, одинаковые. Сейчас давайте я, короче, посмотрю без камеры, а то вам ничего не видно, мне неудобно, так сказать. Сейчас чекну, что тут есть, и самое интересное вам покажу. Так, ребят, ну вот эти 3 модельки считаю самые нормальные. Вот это, кстати, посередине может быть чейзом, здесь будет такая надпись чейз, и сама моделька будет рыжей, поэтому если будете смотреть, внимательно. Напоминаю, чейз это редкая моделька, она, кстати, будет на резине и считается коллекционной, поэтому кому интересно, ищите, смотрите. Видим здесь спецмашин по 2500. Кстати, радует, что здесь ценники есть, потому что заходишь в центральный детский мир, плюс-минус одна сеть раньше была, там цен вообще нет. Так, здесь хоть цены нас сразу пугают, мы знаем, что нам не нужно, что нужно. Серебристая. Ценится, ребята. Так, в очередной раз меня вот эта машинка триггерит. Смотрим, что вообще тут присутствует. По сути, тот же самый кейс, который мы находили вот буквально в первом магазине. Совпадение, не думаю. О, кстати, вот это прикольно. Но такую модель можно найти в пятипаке. О, что-то тут нашли спрятанное. Так, кто-то отложил Бэтмена. Так, давайте чекнем, может здесь чейзик есть. За такие бабки я бы чейзик взял. Так, кстати, чейзик в этой серии это вот такой вот поршик. Он должен быть черного цвета и с надписью 0 из 5. Ну, цена, конечно, у чейзов прям хорошая. Там в среднем нормальные чейзы стоят от 5 до 10 тысяч. Так, один модель увидели, тут просто пишет правильный. Ну да, написать в стихах. Так, а мы смотрим с вами обратно, это видится в Москве теперь уже детские минут. Если разделить какую-то страну,
This is the future. Это, конечно, странное качество. О, кстати, прикольно. Продолжаем. Надеюсь, звук у нас записался корректный. Так, вот эта моделька прикольная. Похоже, из спецсерии. Ну, короче, только другого цвета. А надо, кстати, вспомнить, как здесь ТХ. Так, вот это прикольный поршик. Вот это ничего такой. Типа Лего. О, ребят, вот это мы берем. Одну такую точно я забираю себе. Вот это прям true. Так, полицейский. Покинс. Так, еще раз. Да, фары у них у всех такие. А, кстати, буханок-то несколько. Вот это, кстати, ничего так выглядит добротненько. F-150 на тюнинге, дрифт серия типа. Ну, кастом серия. Так, такая зелененькая. Еще одна Honda матового цвета. Ее, конечно, да, спереди вот подкрасить будет вообще топ. И колески прикольные свапнуть. О, вот это классно смотрится. Тоже можно отложить. Ну, это прям смешно. Так, ну что, переходим вниз. Смотрим, что у нас тут есть. Так, нас интересует Datsun. Вот этот вот. Ну, ой. Так, он у нас обычный, но мы, естественно, забираем. Так, давайте, ребят, сразу один Datsun мы разыграем среди вас. У нас в этой серии две модельки на розыгрыш. Это Godzilla и Datsun будет. Я считаю, что достойные модельки. Так, смотрим, что дальше есть. А, вот ТХшка, короче. Такую ТХшку тоже возьму одну. Да, вот я посмотрел уже ТХ. Вот это. У меня есть прикол, я собираю именно ТХ, который сам нашел. Так, ну и смотрим, что еще осталось тут из интересного. Автобус. Так, Бэтмен. Это все, что было вот в предыдущих кейсах. О, ребята. Это тоже можно взять. Черный смотрится классно, да? Короче, прям очень вкусный кейсик. Да, естественно, ребят, я что-то беру себе, а что-то берет Санек. И, естественно, VIP у нас дофига чего уходит. Поэтому в очередной раз напоминаю, что залетайте в VIP. Сейчас им куча вкусного достанется из пудов. О, прикольная ламба. Поршик тоже классненький. Вот еще один поршик такой же. Вот это классненько. О, ребята. Я не знаю, здесь кейс прям очень вкусный. Жалко, сейчас нет акции. Блин, вот это тоже хоть забирай, потому что у этой раскраска прям оригинальная вроде как. Блин, классно смотрится, да? Ее бы только сзади подкрасить. Так, ну ладно, эту я пока брать не буду. Может, когда-нибудь потом, когда надо будет подкастом взять. Еще одна такая же. Тесла, кстати, прикольный цвет, такой апельсинчик. Единственное, спереди декали смотрится очень странненько, ну ладно. Сзади они есть, но их очень слабо видно. Ух, кастом, Camaro, выглядит интересно. Так, у некоторых блистера, кстати, такие хрустят, уже значит где-то есть трещинка. Ха-ха. Типа Mitsubishi Pajero белого цвета, была до этого красного. Те, кто насобирал красный, думаю, сейчас будут охотиться за белый. Так, смотрите, у нас появился Cadillac синего цвета. И также еще одна моделька Camaro. О, ребят, Dodge Viper красненький есть. И еще один Ford Bronco. Так, и здесь много. О, ребят, это подарок для батька. Открывашка для бутылок. Еще одна RX-7. Так, ну что, кейс мы посмотрели. Сейчас мы перейдем к остальным кейсам. Посмотрим, что самое крутое там есть. Этим сейчас складываем. Короче, смотрим сразу, что здесь путного есть. ТХ еще одна. Не знаю, тебе надо? Вот, я думаю, сейчас ТХшки будут нормально летать, потому что ТХшки прикольные. Так, ну в целом-то все то же самое. Вот самые интересные модельки. Давай отложим. Субарик, наверное, можно еще отложить. Еще одну такую. Так, что еще такого интересного можно отложить? Вот это по-любому СТХ у нас снизу. Поэтому смотрим. А что, не хватает, да, модельки? Так, Санек уже тянется. Выхватывает у меня из-под носа. Думает, типа... Так, ну что, я думаю, ты возьмешь себе или? Или типа в VIP отправим? VIP, конечно, отправим. Поэтому VIP поступайте, мы вам все VIP отдадим. Санек прям не хочет брать, удивительно. Так, ну не знаю, тебе надо здесь что-нибудь? Да, можно помнить. Так, ну что, я перехожу к третьей коробочке.
Что это такое? Такой точно не было только что. Была Была? Я ее впритык не увидел, что ли? подобное видео. Я что-то такую прям... Ребят, пишите. Есть. Я что-то, видимо, не заметил ее. Я что-то писал, нам, по-моему, тоже нужно работать. На колесиках. Смешно. Ой, тоже. Так, еще одна ТХшечка. Кстати, радует, что все ТХшечки на месте. Даже все обычные модели на месте. Это прям круто. Я, кстати, даже не расстроюсь, что если здесь не будет СТХ, потому что, ну, я считаю, что уже, ребят, охота удалась. Мы нашли обычные Datsun, и это уже круто, это уже победа. Плюс Bugatti, это вообще топчик. Саша, я думаю, не знаю, Саша что-то не хочет брать Bugatti, по мне это ошибка. Вот и эти буханки тоже классно. Барабанная дробь. Что, Саш, там? Так, не, ребят, к сожалению, это обычный. Обычный, но он самый классный. Обычный, но классный. Так, ну все, мы посмотрели все кейсы. Здесь, по сути, все то же самое, что и было в первом кейсе, поэтому нет смысла вам в очередной раз все это показывать. Ну все, сейчас мы порядок наведем, отложим то, что нам интересно, отложим самые годные машинки для VIP и сфоткаем им. Поэтому, ребят, залетайте в VIP, и также, если хотите узнать о поставках, так сказать, в детском мире, переходите на Boosty, там вся информация вас ждет. Так сказать, благодаря этой информации мы как раз и смогли приехать в нужный магазин в нужное время. 3 коробки за раз, я считаю, это очень круто. Так, ребят, все, отобрали модельки VIP, себе взял парочку. Самые внимательные заметили, что одна коробка пропала. Да, ребят, целую коробку мы набрали. Тут интересные модельки. Ну, это почти все VIP-чат, поэтому залетайте обязательно в VIP-чат, если хотите получать модельки по Сибису. Вот это, кстати, удивительно, что никто не берет. По мне крутая моделька. Надо будет себе взять. Ее, кстати, тут много осталось. Так, также еще осталась одна RX. Я думаю, себе тоже возьму. Так сказать, не брали до последнего, ну, определенные модели, чтобы другие ребята себе могли нахватать. Ну что, для VIP-чата покажи, что взял. Ну да, вот я показал целую коробку уже. Также вот такие модельки остались. Так, это у нас что? Какое метро? Славянский бульвар. Так, ребята, это у нас Славянский бульвар, поэтому еще залетайте сюда. Тут, короче, есть годноты много. Также поршики еще остались. Хонды, ламбы. Ну, короче, есть что выбирать, поэтому это все ждет вас тут. Понятное дело, что Datsun мы взяли. Один у нас идет на розыгрыш, другой идет мне. И третий ушел в VIP-чат. Считаю, что все честно. Та-та-та-та. Эпичное появление коробки, ребята. Коробка здоровенная, так что сейчас будем ее открывать и смотреть, что мы взяли все-таки для подписчиков VIP-чата. Так, ребят, на первый взгляд это может быть похоже на посылку из Америки, нового кейса, но нет. Данный кейс появился в Москве, ну вы это все уже видели в серии. Конечно же, забрали все 3 Datsun. Напоминаю, что один идет на розыгрыш, поэтому пиши комментарий, указывай свой ник из Телеграма, либо из Инстаграма и участвуй в розыгрыше. И также напоминаю, что сейчас в Телеге идет бесплатный розыгрыш на 5 моделей премиум класса. Поэтому, если хочешь выиграть премку, переходи в Телегу. Там всего лишь надо подписаться на каналы, и, соответственно, ты становишься автоматически участником розыгрыша. Итоги на премке будут под Новый год, поэтому следи за информацией. Так, напоминаю, что именно эта моделька может быть СТХ-шкой. Нам, конечно, не повезло, что она не СТХ, но повезло, что мы нашли сразу 3. Я считаю, за это можно ставить отдельный лайк. Также, естественно, 3 ТХ-шки. Это, ребята, у нас говорит о том, что кейс целый, его никто не скрывал, не лутал, поэтому, видите, здесь все модели на месте. Ну и, наверное, больше всего вот таких вот моделей. RX-7 у нас как раз тут 7. Так сказать, вон там еще 4 лежат. Прикольная моделька, цвет черненький, классненький. В принципе, везде прорисовано. Так, вот еще 4. Также есть вот такая вот Audi. Чекайте, смотрите. В принципе, она спереди прорисована. А вот сзади у нее проблема. Она, типа, видите, без стопов. Ну, кто собирает в распаке, смогут сами дорисовать. Так, вот такой вот еще Porsche есть. 4 штуки. Обратите внимание, что люди берут в VIP-чате. И, соответственно, вы понимаете, что ценное из этого, что не особо. Поэтому это такой лайфхак для тех, кто думает. Также еще есть такие вот Кадиллаки. В
Прикольный цвет, необычный, но на любителя, на любителя. Так, вот эти модели, я думаю, одни из самых топовых этого кейса, помимо Datsun, ну и ТХшки, наверное. Потому что это Bugatti, выглядит очень круто. Давайте вот вам так ее покажу. Смотрится прикольненько. Вот такой вот еще поршечек есть. Ну, почему-то, кстати, он не очень пользуется популярностью, хотя он достаточно классный. Вот это приколюха, ребята. Это, по сути, буханка. Ну, конечно, это написано, что джип. Да, изначально это... вроде как это наши скопировали с данной модели. Ну, знаете, наши любят все брать, адаптировать. Вот. Кто прям знает историю буханки и вот этой модели, напишите в комментариях. Я вроде что-то смотрел, то что, да, сперва появилась вот эта модель, а потом уже буханка. Хотя, да, буханка очень старая, ну, все же. По мне, реально, вылитая буханка. Те, кто будет делать кастом и сделает из нее буханку, будут просто красавчики. Кастом Камара выглядит достойно, прикольненько. Конечно, ее в идеале надо немножко переделать, подкрасить, но, в принципе, есть над чем поработать. Chevrolet логотип здесь виден. Единственный логотип виден только на картоне. На самой модели, естественно, ничего нету. Так, очередной El Camino другого цвета. Ну, это те, кто любит собирать эту модель. Так, Lamborghini. Красная. Ну, не знаю, спорный момент, когда красная модель, красные колеса. Мне, допустим, такой вариант не очень нравится. Прорисовка спереди есть, это самое главное. Сзади, в принципе, ее нету. Ну, там а-ля больше пластмасски, поэтому особо не видно. Так, Land Rover. 3 Land Rover мы взяли. Думал, кстати, будет еще другой джип популярен, который, как он там, Бронко называется. Но почему-то Бронко вообще никто не взял. Не знаю, почему, ребят, Бронко не пользуется популярностью. Мне кажется, прикольные, допустим, ну, обе модели, и это, и Бронко. Не знаю, может, просто Бронко еще не все оценили. Так, Доджик, прикольненький Доджик. Ну, здесь нечего сказать. Прорисовки, конечно, спереди, сзади нету. Ну да. Но типа как есть. Так, Tesla. Tesla Roadster. Такая прям апельсинового цвета. Класс смоется. Прорисовка, ну, есть спереди, сзади. Ну, сзади она такая еле-еле видная, но она есть. Так, Honda. Honda, я считаю, что топчик. Сзади стопы есть. Спереди, конечно, ничего нет, но там очень все легко рисуется, поэтому кому надо, дорисуют, сделают. Ну, сама моделька интересная. Цвет такой необычный, такой матовый, короче, прикольный. Серенький корвет, смоется достаточно интересно, стильно. Думаю, если кто-то будет делать из него либо кастом, либо ставить его в диораму, достаточно красиво будет дополнять коллекцию. Ну и также можно на полке, естественно, поставить. Выглядит достойно. Это самое главное. Сочетание интересное, когда колеса с хромом, машинка серая, все отлично смоется. Вот к двоечке вопросики, я бы ее на самом деле убрал. Без двоечки было бы еще лучше. Так, ребята, Ford F-150. Выглядит очень круто. Такая а-ля кастом серия, дрифт почти. Уверен, будет куча крутых кастомов с этой моделью. Посмотрим, что ребята будут делать с ней. Сама моделька, конечно, интересная. Задние стопы у нас сделаны с помощью стекла. Кстати, это открывает фантазию для подсветки. Не знаю, будет кто-нибудь так заморачиваться, либо нет. Спереди тоже, мне кажется, стекло сделано. Прикиньте, оптика вся сделана с помощью стекла. Это значит, можно реально вставить какую-нибудь лампочку, и все будет светиться. Ну, конечно, и стекла будут светиться, но, в принципе, это будет прикольно. Короче, я прям предчувствую какой-нибудь клевый кастом с этой модели. Красный, стильный, вся оптика есть, спереди, сзади, ну, колеса хром, типа без крыши, кабриолет. Ну, выглядит прикольно. Цвет, ну, цвет такой обычно красный, ничего такого сверхъестественного. Но, в принципе, этого для мейна более чем достаточно. Так, вот эти модельки я покажу сразу втроем. Ну, потому что это такое прям на любителя. Гейсер, Ford, GT какой-то снизу, непонятный. Так, это у нас Hellcat, смотрится достаточно прикольно. Интересно, есть... Вот, ребят, напомните мне, есть ли Hellcat вагон в Hot Wheels? Я думаю, если он есть, он очень старый. И вот интересно, когда его еще раз выпустят. По поводу оптики, вообще
Все очень грустно, сзади нет ничего, спереди тоже ничего нет, только полосочки, декали. Ну, короче, такая а-ля моделька из пятипака, блин. Хотелось бы, конечно, видеть у него оптику спереди и сзади. Так, ну и Mitsubishi. Беленький Mitsubishi. До этого у нас была такая красненькая, теперь беленькая. Ну, короче, серия двигается вперед, развивается. Пишите комментарии, сколько у вас этой серии. Потому что многие гонялись именно за красной серией. Не знаю, будут ли гоняться за белой, потому что в VIP-чате ее особо не взяли. Ребят, думаю, в конце этой серии вам покажу Chase 0 из 5, но это мы сделаем в другой серии. А сейчас вам покажу вот такую вот модельку. Это по сериалу. Кто смотрит этот сериал, пишите в комментариях. Мне, допустим, прям заходит этот сериал, классный, особенно в озвучке Lostfilm. Сериал называется «Новобранец», кто хочет посмотреть. Сериал классненький. Кстати, по поводу чейзов. Есть такая моделька Chase из серии Green Line. Как думаете, как отличить Chase из Green Line? Давайте дам вам секундочку подумать. Кто знает, напишите в комментариях, поставьте паузу. Ну, короче, ответ: у модели будут зеленые колеса. Вот спорный момент, потому что выглядит это будет, конечно же, странно. Но это такая вот фишечка, типа этой серии. Кстати, моделька приехала из США, поэтому ссылочка на продавца будет в описании. Если вам надо что-то привезти из Америки, то обращайтесь. Также ранее продавец отправил мне вот эту модельку. Причем, кстати, она приехала и с нашивкой, и со значком. Это очень круто, я считаю. Кстати, надо будет какую-нибудь нашивку наклеить. Поэтому респект продавцу, он как бы везет. У него там были проблемки с этой моделькой, но, скажем так, он ее перезаказал, и все окей. Поэтому продавец проверенный, обращайтесь, смотрите цены, сравнивайте. Я думаю, вы что-то найдете. Короче, можешь привезти любой товар с eBay. Особенно вот в плане машины, Hot Wheels и так далее. Ребят, надеюсь, вам понравилось видео. Напоминаю о конкурсах. То, что в этом ролике мы разыгрываем за комментарий Datsun и Godzilla Nissan. И также в телеграм-канале идет розыгрыш на премки. Поэтому переходи, чекай. Пишите комментарий, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и делитесь этим видео с друзьями. Так сказать, все должны узнать о том, что поставки уже нового кейса в России. До этого он появлялся, но очень-очень мало. Сейчас его прям будет достаточно много. Так сказать, успевай забирать первый, пока еще все не разобрали. Все, что-то затянул. Всем пока-пока.